Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что кто-то из людей в вашем окружении говорит какие-то фразы, после которых вы начинаете чувствовать стыд, вину, какое-то сомнение, собственно, в том, что вы говорите что-то правильно, хотя вам на самом деле нечего сомневаться, вы ничего такого не делали. Скорее всего, вы сталкиваетесь с манипуляциями. В частности, люди с нарциссическими чертами часто используют такие манипуляции, после которых ты чувствуешь токсический стыд или токсическую вину. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я достаточно давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня мы с вами поговорим о 5 фразах, которые нарциссы могут использовать для того, чтобы манипулировать вами. Если вам интересно в этом разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая распространенная фраза, которую используют нарциссы, это «ты слишком чувствительная» или «слишком чувствительный». По сути, это эмоциональный газлайтинг, и такая фраза, она нужна для того, чтобы вы начали сомневаться в адекватности собственных эмоций, что вот то, что вы чувствуете, это вообще нормально, уместно, вообще здоровые люди такое чувствуют, или это у вас какое-то, не знаю, там, психическое отклонение. Пример может быть такой. Нарцисс говорит какую-то обесценивающую вещь, что-то, что вас ранит, вы говорите о том, что вам это не нравится, то есть вы посылаете такое «я-сообщение». То, что ты сказал, что я там, скажем, ленивая, меня оскорбляет, потому что я так не считаю, меня это ранит, мне неприятно. В такой ситуации вы, скорее всего, ожидаете, что если человек ценит эти отношения, ценит вас, то он постарается как-то, извиниться, сказать, что я не хотел тебя, предположим, обидеть, или начнет как-то, по крайней мере, объясняться. В случае с нарциссом он просто говорит, что ты чувствуешь не то, что нужно. Ты слишком чувствительная, слишком ранимая. Я не сказал ничего такого, что можно было бы считать каким-то грубым, а просто ты слишком вот такая ранимая, чувствительная. Проблема в тебе, в твоих неправильных чувствах. В такой ситуации человек, которого только что оскорбили, который находится в таких расстроенных чувствах, ему еще и говорят, что он как-то неправильно чувствует, а мы в момент эмоциональности не можем логически оценивать нашу эмоциональность. Это в принципе невозможно. Соответственно, ты чувствуешь себя оскорбленным, то, что тебя как-то ранили, и еще и как-то говорят, что сам виноват, типа нечего тут свои сопли распускать. Вторая фраза, которой нарцисс может манипулировать, чтобы не тянуть кота в долгий ящик, после эмоционального газлайтинга поговорим о когнитивном, рациональном газлайтинге. То есть, когда нарцисс отрицает какую-то вообще реальность. Ты не так поняла, ты не так услышала, я этого не говорил. Скажем, человек с такими яркими нарциссическими чертами, с которым вы общаетесь, звонит вам и договаривается с вами вечером встретиться. Давай, говорит, я сам предлагаю, вечером с тобой встретимся, пойдем в какую-нибудь кафешку. Вот наступает уже ближе к вечеру, вы ему там пишете или звоните, что как-то давай же будем встречаться. Не, я такого не говорил, я не планировал, у меня другие планы. Так как, ты же вроде сам позвонил, мы же договорились. Нет, ты неправильно поняла. Либо я такого не говорил, либо я не помню, чтобы я такого говорил. То есть получается, что вам приходится сомневаться в своей общей адекватности, как будто вы с ума сходите. То есть мало того, что человек не берет на себя ответственность за нарушение договоренностей, как было бы в условно таких здоровых, стабильных отношениях, когда, бывает там, мы договорились, мне нужно в какой-то последний момент поменять планы. Я, во-первых, постараюсь пораньше уведомить другого человека, во-вторых, я постараюсь как-то, извиниться, сказать, что я, к сожалению, вот такая ситуация, вот я готов там что-то сделать, чтобы ты не сильно обижалась. Нарцисс, в принципе, не может принять на себя вину и ответственность, потому что, если я виноват, и я как-то некрасиво выгляжу, я нехороший, а нарцисс, в принципе, всю свою жизнь старается как-то избавиться от чувства своей неокейности, нехорошести, опираясь на других людей. Соответственно, тут основная такая стратегия поведения, что ты неправильно поняла, сама дура, сама виновата, я вообще ничего не понимаю, что ты от меня хочешь. Третья фраза — это манипуляция чувством вины. После всего, что я для тебя сделал, или после всего, что я для тебя сделала, и дальше, нарцисс требует, чтобы вы делали что-то, что вы не хотите делать. То есть тут манипуляция очень простая. Нарцисс хочет, чтобы вы сделали для него что-то, или чтобы он что-то сделал, что вам не нравится. Когда вы начинаете возражать, он говорит: после всего, что я для тебя сделал, ты, тут можно продолжить, в неоплатном долгу находишься передо мной, должна как земля колхозу, и, соответственно, вообще о чем мы с тобой говорим. Вспомни, что я для тебя сделал. Как правило, если эти разговоры как-то начинают дальше разворачиваться, и, человек говорит, что так, а что ты для меня сделал, давай посмотрим, давай посчитаем. Не-не-не, это какая-то мелочная, как ты можешь вообще об этом говорить? То есть часто, собственно, там особо и нет за что благодарить, там человек ничего такого не делал, но вот это чувство какого-то своего мученичества, что я столько вложился в эти отношения, столько для тебя сделал. То есть, опять же, это говорит о том, что человек не чувствует ценности отношений, в которых важно, чтобы было собственно, такое прямое, чистое, спокойное общение, которое позволяет просто экономить силы. Ведь в здоровом общении что хорошо? Почему нам хорошо общаться с людьми без всяких манипуляций, без всякой токсичности? Почему нам нравится общаться с людьми легко? Потому что когда мы общаемся легко, мы не тратим силы.
Когда ты находишься в общении с человеком, тебе нужно постоянно просчитывать, что он скажет. Постоянно нужно читать его такие вот, знаете, эти недомолвки, кивоки, какие-то там, я не знаю, намеки, вот эти двойные послания. Это просто тяжело. Вот, ну, мы так устроены, наша биология так устроена, что мы всегда ищем какой-то более адаптивный способ жизни, более простой, более энергоэффективный. Когда ты находишься в отношениях с каким-то, ну, не знаю, там, абьюзером, там, нарциссом, человеком, который тебя, ну, так вот токсичит, тебе нужно постоянно, как бы, ну, с одной стороны с ним вроде как общаться, а с другой стороны от него обороняться. И ты делаешь, ну, просто дурную работу в таких отношениях. Четвертая фраза, которой нарцисс может манипулировать, так сказать, из той же корзинки, собственно, это перекладывание вины фразой типа «ты сама все разрушила». То есть это бывают ситуации, когда как раз таки нарцисс все разрушил, но вот в самый последний момент он говорит, что ну, это ты все разрушила. То есть, например, вы находились в отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами. И был какой-то конфликт, который постоянно не разрешался. Ну там, предположим, что-нибудь такое классическое, что вот вы когда вместе общаетесь, он вроде такой, ну, не знаю, такой ванильный, сахарный, а вот как куда-то идете в общество, он начинает вас в обществе почему-то подкалывать. Вот такая бывает ситуация. То есть, находясь среди ну, каких-то посторонних людей, когда вы прямо не можете ему ничего сказать, потому что, ну, как бы не принято, знаете, вот это вот выносить какие-то такие интимные вещи, он начинает вас так саркастически подкалывать, ну, как-то очень грубо себя вести, вроде как шутки, но такие шутки, что, ну, как бы смешно только ему. Всем не особо смешно, а вам уж тем более не смешно, а вам обидно. И вы, предположим, ему говорите, что сколько можно так себя вести, давай как-то меняться, он постоянно там извиняется, ничего не меняется, и вот в конце концов вы говорите, слушай, я уже не могу, я просто чувствую вред своему здоровью от такого твоего поведения. Наверное, давай с тобой как-то там сделаем паузу или разойдемся. И в этот самый момент он, вообще не понимая, не умея и не имея возможности присвоить себе все вот это свое поведение токсичное, он говорит, что вот ты сама виновата, что ты все рушишь. Или, скажем, если вы уже расстались, он потом может вам припоминать, там, если вы как-то общаетесь, это все из-за тебя, ты все разрушила, все же так было хорошо. То есть, опять же, ситуация, когда вы слышите, что вы виноваты, особенно люди, знаете, ну, мнительные, с высоким уровнем какой-то самокритики, такие, ну, ответственно начинают думать, ну, вот он говорит, что я сама виновата, но может, в самом деле, это же я предложила расстаться. Вот тут важно не играть в игру нарцисса и не фокусировать внимание на какой-то частности. Нужно смотреть, как картина выглядит в общем. В общем она выглядела так, что разрушал всю дорогу он, а вы сделали просто последний шаг, так сказать, констатировали смерть этих отношений. Пятая фраза, которую нарцисс может использовать в ситуации, когда дело пахнет жареным, вы либо прям уже расходитесь, либо какой-то такой конфликт, который, ну, как-то в ту сторону как-то вот идет. Нарцисс может что-нибудь такое сказать, что никто тебя так не полюбит, как я. Никто тебя не любит так, как я. Либо такая крайняя фраза, это кроме меня никто тебя любить не будет. Вот что-то такое. То есть, грубо говоря, я твой последний там уходящий вагон там, или стоящий на месте, но последний, единственный, короче, вагон это я. Ну, в общем, тут основная какая штука. Нарцисс начинает нагонять тревогу на вас, потому что вы и так находитесь в ситуации тревожной. Выход из отношений или даже перспектива выхода из отношений, пока ты еще не особо об этом думаешь, она всегда пугающая. Потому что выход из отношений, переживание утраты предполагает разрыв привязанности, потому что, ну, это нарцисс, вот он имеет эти ярко выраженные нарциссические черты. У вас, скорее всего, ну, каких-то особых там черт может быть и нет, и вы сформируете такую здоровую привязанность. И вот привязанность сформировалась. Когда начинаешь думать о том, что, ну, надо будет расходиться, то, значит, ты как бы понимаешь, что, ну, я буду переживать вот эту вот утраты. Сколько бы там негативного не было, все равно привязанность определенная есть. Кроме того, находясь сейчас в сценарии этих отношений, невозможно эмоционально представить себе вот какой-то другой сценарий. Умом, так когнитивно мы можем себе представить, ну да, типа я же одна не останусь там и так далее. Но вот эмоционально ты пока находишься в этих отношениях, ты другие отношения представить не можешь. Как бы там, ну, место еще заполнено, еще не пустое. Тебе сложно этот чувственный опыт придумать. Соответственно, ну, вот эти мысли, что а смогу ли я когда-нибудь после этих отношений найти кого-то, на эмоциональном уровне, они, конечно, нелогичны, потому что, ну, с точки зрения логики людей в избытке. Но вот эмоционально эти мысли присутствуют. И нарцисс, собственно, манипулирует и давит на эту вот такую вот больную мозоль, что вот никто тебя не полюбит. Когда нарцисс такие вещи вам говорит, вам нужно эту фразу как-то так вот, ну, заметить, во-первых, что он вам это такое рассказывает, и взять ее, ну, немножко, может, знаете, раскрутить. Что вот, ну вот, что я только что услышала. Что человек мне говорит, что
Кроме него меня никто больше любить не будет. Это, во-первых, откуда он знает. Во-вторых, если, например, у вас кризис там, в отношениях, какие-то конфликты, то мне вообще такая любовь, как бы, мне, чтобы так меня любили, то мне и не надо. Как бы я как раз, тут мы как раз согласны. То есть мне такое, я такого больше не хочу. То есть получается, что как-то посмотреть на эту фразу так вот критично и поразмышлять о ней, а не почувствовать ее, чтобы вы из эмоциональности вышли в такую больше рациональную сферу. Чтобы понять, что это просто эмоциональная такая манипуляция. Как правило, опять же, нарцисс же эти фразы говорит в ситуации, когда вы находитесь в эмоциональном каком-то высоконапряженном там каком-то споре, какой-то у вас конфликт, вы там что-то переписываетесь там или прямо говорите. То есть там эмоций много, нарцисс любит эти вот искры раздувать, чтобы вы были более эмоциональны, более, так сказать, податливые. А в такой ситуации как-то подумать, успокоиться вообще, заземлиться вообще, что вообще происходит тут вообще, где я нахожусь. Вот таких моментов бывает, вот их как бы и нет. Поэтому если вы в принципе понимаете, что вы находитесь в такой шаткой ситуации, сложно разобраться, вы находитесь в отношениях и непонятно вообще на каком вы свете, хотите в этом разобраться, можете обратиться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Потому что иногда нужна там одна консультация, чтобы расставить акценты. Бывает так, что одной консультации не хватает, нужно несколько сессий для того, чтобы как-то примерно понимать, что делать дальше, какие ошибки были совершены. Ну, тут очень все индивидуально. Самое главное, помните, что вот таких неразрешимых проблем нет, есть проблемы, которые люди не решают. Так, чтобы она вообще была неразрешима никаким образом, ну, такое редко бывает. Это только тут какие-то должны быть ограничивающие какие-то факторы или ограничивающие убеждения. Также поделитесь своим опытом, и если вы находились когда-то в отношениях с нарциссом, он использовал какие-то манипулятивные фразы, напишите в комментариях, я вам буду благодарен, потому что я все-таки использую такие какие-то усредненные, средневзвешенные, так сказать, по больнице фразы. Если вы поделитесь собственным опытом, я вам буду благодарен, потому что вот этот живой опыт, которым вы делитесь, он дополняет мои видео, и, собственно, другие зрители смотрят, читают. У меня часто в комментариях под видео такой целый мини-форум на заданную тему возникает. Поэтому я вам буду благодарен. Помните, конечно, что все-таки публичное пространство, и пишите только то, что для вас безопасно, потому что, ну, комментарии могут все читать. Если вам эта тема понравилась, ставьте лайк под видео. Чем больше лайков, тем больше я запишу подобных видео. Также, чтобы не потерять меня, подпишитесь на мой канал. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.